Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы с вами поговорим о семи самых полезных значениях девяток младших арканов Таро. Девятки в картах Таро — это личная вершина. Но подъем на вершину всегда одинок. Это момент, когда у тебя уже почти все есть, кроме ответа. А зачем? Зачем это все нужно? Если восьмерки, о которых мы с вами говорили раньше на предыдущей лекции, представляли собой включение в процесс без перегруза, без спешки, но и без промедления, то девятки — это порог. Не финал, но последняя остановка перед финалом. Это момент внутреннего итога, который ты сам с собой, сам в своем уме, в своем доме ощущаешь в своих достижениях. Как именно проявляется это в контексте каждой из мастей, каждой стихии? Что девятки расскажут о герое нашего расклада или о нас? Давайте разбираться, это в принципе несложно. Ну и коротко для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Пан Роман. Я интересуюсь картами Таро уже более 25 лет, четверть века. 14 лет я практикую как консультирующий таролог, и последние 5 лет я профессионально преподаю Таро в своей школе. Добро пожаловать на канал. Этот эфир — часть большого плейлиста на 7 значений Таро. И если вам эта тема интересна и вы хотите продолжения, ставьте лайк, дайте мне знать в комментариях, продолжать мне эту тему, или, может быть, она не так актуальна, как мне это кажется. Так что давайте начинать. Будем о семерках, о семи значениях девяток, да, те самые девятки. Традиционно заходим в презентацию, начинаем всегда с Пентаклей, так у нас сложилось. И если говорить о карте девятка Пентаклей, что мы с вами видим на самой карте? Это богатая женщина, без сомнения, богатая женщина. Прогуливается неспешно, неторопливо в своем саду, в своем богатом, скажем так, богатом дарами саду. Там фрукты, виноград висит на гроздь, как это называется, на лозах, да, лоза, если я правильно понимаю. От этого я чуть-чуть далек, скажем так, в нашей солнечной Норвегии. Но это без сомнения богатая женщина, об этом говорят ее одежды, об этом говорит сокол, которого она держит на специальной перчатке. Это соколиная охота. У нас показан процесс соколиной охоты, развлечение богатых людей. Соколиная охота нужна не для добычи еды, не для пропитания, это не необходимость, это, скажем так, привилегия, это развлечение богатых людей. Поэтому у нас тут с вами и царит такая атмосфера неги, беззаботности, развлечения, где-то лени, где-то скуки. Все это передает у нас с вами девятка пентаклей. В первую очередь это говорит о материальной независимости, о богатстве напрямую. То есть у нас с вами богатый человек, и, соответственно, он же является материально независимым. Хотя, с другой стороны, возможно, для кого-то в каких-то ситуациях эта карта будет говорить о зависимости от этого самого богатства. Тут уже как кому повезет или не повезет. Это, если речь идет о каких-то рабочих процессах, это без сомнения работа, либо действие ради удовольствия. То есть нашей героине не важен заработок, да, ей важен сам процесс, ей интересно. Соколиная охота, напомню, нужна не для добычи, а для самого процесса, для развлечения. Вот. И, соответственным образом, она пронизана ощущением комфорта и покоя. То есть, если вы не тревожитесь по поводу заработка, не тревожитесь по поводу завтрашнего дня, не тревожитесь по поводу того, где вам достать пропитание, потому что виноград в этом саду растет быстрее, чем вы успеваете его съесть, это дает нам ощущение комфорта и покоя. Однако, на этой карте, в этой ситуации женщина выглядит не особо счастливой. Она погружена в свои собственные думы, в свои собственные размышления. Развлекается она потому, что ей не с кем провести время, ей не с кем общаться. Поэтому, как одно из негативных значений этой карты, мы можем с вами взять осознанное одиночество. Не обязательно оно осознанное,
Очень часто это бывает негативное одиночество, когда вам скучно, и вы развлекаетесь просмотром, там, я не знаю, сериалов мексиканских, бразильских, либо современных на Netflix, просто потому, что вам нечем заняться. Либо вы осознанно закрываетесь в себе, уходите от общества, потому что вам хочется отдохнуть, вам хочется осознанно уйти вот в это самое одиночество, которое дает вам ощущение комфорта и внутреннего покоя. В общем и целом с комфортом и покоем связано у нас ощущение неспешности и неторопливости. Получать удовольствие, либо отдыхать, об этом тоже часто говорит карта, рекомендуется неспешно, неторопливо. Спешить некуда, если вы развлекаетесь. Никто не будет наспех как-то стараться отдохнуть. Да? Отдыхать нужно с чувством, с толком, с расстановкой. На это, кстати, намекает у нас вот эта виноградная улиточка, да, которая явно никуда не спешит. Окей. Так, как это так вот сделать? Вот. Чуть увеличим. В общем и целом, к ощутимым минусам этой карты у нас с вами стоит отнести концентрацию именно на материальном мире. Ну, то есть развлечение, которое получает вот эта наша героиня, оно не столько высокодуховное, оно не обязательно должно развивать, оно просто материальное. Оно приносит физическое, материальное удовольствие. Приятно отдохнуть, приятно прогуляться, приятно заняться чем-то таким, что успокаивает твое тело, да, дает тебе возможность прийти в тот темп, который тебе комфортен, который тебе уютен, который дает тебе внутренний покой. Поэтому эта карта скорее говорит о концентрации именно на материальных аспектах отдыха, да, если вам удобно и приятно, если вы не устаете на этом отдыхе, потому как для многих отдых это что? Это там взвалить на себя рюкзак и идти там в горы куда-нибудь, или там какую-нибудь лодку, каяк, байдарку, затащить в озеро и там этими веслами и прочее, прочее. То есть вот что-то такое активный отдых. Нет, карта не говорит об активном отдыхе, скорее о том отдыхе, который вам дает успокоение, покой, который комфортен, неспешен и нетороплив. Ну и в отношениях это часто, кроме ощущения покоя и комфорта, дает еще и некоторого рода дистанцирование, закрытость от своего партнера, как и в принципе от всего внешнего мира. Это погружение в свои собственные думы, потому что там внутри тихо, спокойно, комфортно, только наедине с собой ты ощущаешь какое-то умиротворение, да, какая-то такая ощущается цельность. Да? Зачем тебе другой человек, который там вносит дискомфорт в твою жизнь, сует свои зубные щетки в твой стаканчик для зубных щеток, не закрывает тюбик с зубной пастой, еще там что-то, разбрасывает свои носки по всем углам. В общем, вносит диссонанс в твой уютный, тихий, комфортный мирок осознанного одиночества. Очень часто эта карта говорит о такой вот закрытости, потому что ты привык к уюту, комфорту и спокойствию в одиночестве. Вот как плюсы, так и минусы этой карты. Очень важно помнить, что плюсы и минусы работают вместе. Вы просто обращаете внимание на один из этих аспектов. Сейчас мы с вами поговорим о девятке жезлов. Сначала я обращу внимание, что у нас там в чатике. Паулина пишет: пан Роман, я участник курса, но сайт не работает сегодня. Пробовала с 2 браузеров. Это вы мне в личные сообщения в Telegram пишите, и мы с вами свяжемся. Я вам все проясню. По картам двора будут 7 значений? Обязательно. Нет смысла останавливаться на половине колоды, если есть востребованность у широкого круга зрителей. Какое красивое начало. Какое есть. Какое есть. Так, окей. Марина пишет: «Соколиная охота. Думаю, в Неге время — это игра в гольф». Ну, игра в гольф — это скорее еще и способ наладить кое-какие контакты в бизнесе. Так, хорошо, давайте двигаться дальше. Девятка жезлов. Ожидание действия. У нас с вами человек, которого мы видим на карте, действительно готов отразить нападение,
которая только-только закончилась, да, волна нападающих успешно отбита, откатилась назад. Об этом говорит повязка на голове, то есть часть битвы закончена, и вроде бы вы чувствуете, что вы победили, но все еще адреналин гуляет по вашим жилам, да, все еще вы чувствуете, что вы готовы отразить и последнюю атаку, если вдруг она будет. То есть это вроде бы финал, но еще не финал. Уходить пока рано. Да? То есть человек все еще находится в стадии действия, хотя действие уже закончено. Некоторые считают, что он закрывает собой дыру в чистоколе, которую образно представляют собой остальные 8 жезлов. 9 он держит в руках. В самом деле человек вроде бы уже отошел от того, что произошло, но еще находится в ситуации. То есть он все еще ожидает некого действия, возврата, либо прихода какой-то новой волны. Поэтому по этой карте крайне рекомендуется быть бдительным. Однако, девятки это уже практически конец нашей цифровой линии из 10 цифровых арканов, да, и это готовность к финалу, но еще не сам финал, потому как девятка это не последний аркан, да, это преддверие этого самого финала, определенного рода готовность. Вы уже готовитесь к тому, что, возможно, вам скоро пора будет уходить. Некоторые тарологи говорят о перенесенных потерях. Об этом у нас с вами свидетельствует вот та самая повязка на голове. Определенным образом все-таки не все получилось, но что есть, то есть. Что-то вы потеряли, что-то вы приобрели. По итогу вы все-таки выигрываете, испытываете усталость, но это не поражение. Скорее, это пауза перед финальным раундом, перед финальным рывком, в котором нужно будет консолидировать все свои силы, собраться, чтобы в решающем действии завершить некий процесс. Но девятки это еще не завершение этого процесса. Можно сказать, что девятка очень похожа на незакрытый гештальт, то есть на психотравму. Да? Что-то у вас произошло, ситуация уже закончилась, уже ушла, но вы еще находитесь как бы в этой ситуации. Вы еще думаете, надо было ему вот сказать вот это вот, либо вот это вот. Как говорится, после драки кулаками не машут, но махать очень хочется. То есть вы чувствуете все еще напряжение, вот эту вот напряженную позу, бдительную, да, готовность к действиям, хотя вы уже не нуждаетесь в этом действии. Вы можете, скажем так, отпустить эту ситуацию, да, чтобы она закончилась. Закрыть гештальт — это значит вернуться в ту же ситуацию, которая для вас не закрыта, закрыть ее и таким образом отпустить из своей жизни. Закончить эту самую психотравму логичным, наиболее удобным для вас способом. Почему же это не происходит? Потому как есть определенного рода недоверие, а вдруг ситуация еще не закончилась, да? Если бы вы чувствовали доверие к ситуации, закончилась и закончилась, даже если она закончилась плохо. Вы ее отпускаете, говорите, бывает, что ж поделать, не вышло, не получилось, да, не взлетело. Но вы не доверяете. А вдруг еще можно что-то сделать? А вдруг, может быть, еще у меня есть шанс как-то там вписаться в эту ситуацию и повернуть ее к себе наилучшим образом. Поэтому вы рассматриваете эту ситуацию с разных сторон подозрительно, вернее, с подозрительностью, обращая внимание на все мелочи, на детали, на нюансы, испытывая недоверие. Это еще одно из самых полезных значений этой карты. И в общем и целом карта говорит об оборонительной позиции. И если говорить о отношениях личных, то эта карта говорит о том, что человек готов защищаться. Возможно, он уже поверил своему партнеру, возможно, партнер его переубедил, либо наоборот, вы переубедили партнера, но все еще и испытываете недоверие к тому, а может быть, он только для вида согласился, может быть, он затаил обиду и потом это выскажет мне завтра или послезавтра. Поэтому человек по девятке жезлов очень часто находится в оборонительной позиции. Он как бы сдерживает свое внутреннее желание закончить начатое, да, чувствует, что еще не финал, еще не конец, он уже готов, хочет этого финала, но еще пока рановато. Поэтому он и высматривает из оборонительной позиции с подозрительностью какие-то незакрытые, незаконченные моменты, испытывает усталость, но понимает, что, возможно, это не поражение, возможно, это не все. Как-то так. Вот об этом у нас с вами и говорит девятка
жезлов. Девятка мечей, одна из самых негативных, как казалось бы, карт в колоде Артура Эдварда Уэйта и Памелы Колман Смит, это девятка мечей. И на сцене мы с вами видим человека, абсолютно неважно, мужчина это или женщина, который сидит в своей собственной кровати, в своей постели, укрыт одеялом, которое богато расшитыми зодиакальной символикой, если вы видите, символы, астрологические символы планет, знаков. Вот. Это клетчатое покрывало, которое расшито розами и голубыми квадратиками. То есть полоса черная, полоса белая. Подробнее о смысле полосатый, либо, скажем так, такой шахматном узоре стоит загуглить символику масонов. Там очень интересные моменты есть. О чем говорит эта карта? Карта говорит, как напрямую, если мы рассматриваем с вами какие-то бытовые, скажем так, прямые визуальные значения, так называемые цыганские значения, это бессонница, переживания и тревожность. Человек в самом деле не может уснуть, его тревожат кошмары, он думает о том, что будет завтра, его тревожат какие-то навязчивые мысли вечером, либо ночью. Что нам нужно делать? Нам нужно спать. Нам нужно выспаться, чтобы набраться сил перед завтрашними делами, перед тем, как мы будем решать эти самые проблемы, которые возникают у каждого в жизни. Наша жизнь — это череда проблем, которые мы решаем и пытаемся от этого процесса каким-то образом получить удовольствие, либо какой-то смысл. Определенным образом ночью мы действовать не можем, потому как сознание спит, да, тут можно сказать, что это частичка сознания, которая не может уснуть, вот та самая тревожность. Но карта напрямую нам указывает, что сейчас не время действовать. Почему? Потому что человек ночью сидит в своей кровати, он не может действовать, потому что все спят. Все закрыто, все учреждения закрыты, магазины закрыты, смысл куда-то бежать и что-то делать отсутствует, потому как все отдыхают, все спят. Действовать нужно будет потом, впоследствии, в будущем. Карта в основном говорит о тех проблемах, которые мы с вами видим в будущем, боимся в будущем, либо просто предугадываем какие-то свои будущие действия. Определенным образом карта может говорить об эмоциональном выгорании. Почему? Потому что тут достаточно мрачная атмосфера в самом рисунке, и это очень часто из повторяемых значений в разного рода книгах разных тарологов. И действительно, если у вас только мысли, если вы не чувствуете эмоций, если вы не чувствуете предвкушения, либо какого-то спокойствия по поводу того, что будет завтра, если у вас все ваше сознание вместо эмоций занято мыслями, да, вы думаете, правильно это или неправильно, как делать, так делать, сяк делать, может быть, не делать вообще. Это очень похоже на эмоциональное выгорание, которое очень часто встречается в раскладах в связи с этой картой. С другой стороны, если человек заглядывает в будущее, если человек пытается предугадать возможные проблемы, которые очень часто связаны с мастью мечей, с стихией воздуха, то карта говорит об умении просчитать негатив. В первую очередь негатив. В общем и целом, конечно, одно из основных значений — это мысли о будущем. Но когда человек много думает, прокручивает в голове самые различные варианты развития будущего, потому как мысли о будущем у нас всегда многовариативны. Да? Это как то дерево, когда сегодня мы видим только ствол, завтра 2 ветки, послезавтра 4 и дальше, как в фрактальном умножении сущностей. Да? Если вы пытаетесь просчитать свое будущее, вы видите максимум негатива и буквально несколько способов избежать этого негатива, найти вариации. То есть очень часто карта говорит не только и не столько о мыслях о будущем, сколько о негативном видении своего будущего. Да? Вы знаете, что есть оптимист и есть пессимист. Вот эта карта больше похожа на такого пессимиста. Очень часто пессимизм помогает подготовиться заранее к каким-то проблемам.
Да, я думаю, что вы знаете вот тот момент, знакомый с ощущением, что если ты оптимист, и случается что-то хорошее, ну, ты как бы уже к этому готов, и это, ну, не то чтобы тебя не радует, ну, как бы да, все нормально, правильно. Но если случается что-то плохое, у тебя проблема, у тебя трагедия, потому что все пошло не так, как ты рассчитывал. Но если ты пессимист, ты всегда морально готов к проблемам, если они сталкиваются, ты уже к ним готов, ты с ними пытаешься справиться спокойно, без лишних эмоций. Но если проблем не возникает, и если ситуация идет в позитивном ключе, то наоборот у тебя праздник, ура, радость, это что-то неожиданное, это что-то всегда приятное. Так что некоторые говорят, что быть пессимистом более продуктивно, более разумно, хотя может быть не так приятно. Это да. Карта может говорить об иллюзорности страха. Почему? Потому что вы вполне вероятно можете по этой карте надумывать себе будущие проблемы, будущие вопросы. Сейчас не время бояться, не время думать, время отдыхать, время уйти в другую сторону, время понять, что на самом деле девятки говорят не о какой-то явной проблеме, а о практически завершенности какой-то ситуации. Осталось только дождаться вот этого самого финала. Да. Эта карта очень напоминает мне в бытность мою студентом волнение, когда в ночь перед экзаменом ты пытаешься там судорожно доучить то, что ты не доучил, даже если ты все выучил, все равно ты думаешь, а вдруг тебе зададут какой-то каверзный вопрос. Ну, что будет, то будет. Вместо того, чтобы волноваться, нужно лечь спать. Страх этот иллюзорен. Это то, что мы себе надумываем. Будущее, которое мы себе предугадываем, оно еще не случилось. Оно еще в будущем. Вот об этом всегда стоит помнить в девятках мечей. The Gates of Eden пишет: добрый день, сделайте, пожалуйста, запись эфира. Запись будет чуть-чуть попозже, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. У нас с вами девятки кубков на очереди. Это получение желаемого. Очень часто об этой карте говорят, что это получение желаемого. Что мы с вами видим на... Так, чуть-чуть уменьшить. Что мы с вами видим на карте? На карте мы с вами видим довольного собой и ситуацией человека, который сложил руки на груди, сидит в удобном положении, он расслаблен, он явно доволен этой самой ситуацией. Считается, что все эти 9 кубков это его кубки, да, вот захотел из этого, пьешь, захотел из этого, все для тебя, все вокруг тебя, все эмоции крутятся только вокруг того, как тебе хорошо. То есть, в принципе, ты доволен ситуацией, ты получил то желаемое, к чему ты стремился. Это эмоциональное удовлетворение в прямом его виде. С другой стороны, карта, скажем так, недвусмысленно намекает, что в этом эмоциональном удовлетворении ты чувствуешь определенного рода независимость. Независимость от окружающего мира. Это как бы внутреннее эмоциональное удовлетворение. Ты получил то, что ты хотел, но только для себя. Человек на карте изображен в одиночестве, в отличие от того, что мы с вами видим в последующей карте, в десятке кубков, одна из самых известных карт в системе Таро, там где муж, жена, дети, домик, радуга, в общем, все хорошо, идиллическая картинка. Тут этой идиллической картинки нет, хотя намек на радугу у нас с вами уже присутствует. Но она такая однотонная, это самая радуга. Да? Ощущение того, что тебе спешить некуда, ты ни от кого особо не зависишь, если тебе нравится, ты спокойно кушаешь мороженое в одиночку, хотя многие говорят, что всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. На самом деле, если вы любите мороженое, то очень даже вполне можно в одиночестве приятненько заточить порцию пломбира, либо крем-брюле, либо еще чего-нибудь такого. Вот. Спешить и торопиться в этой ситуации человек явно не спешит, поэтому карта очень часто указывает на неспешность и умиротворенность, некое внутреннее удовлетворение. Однако, есть и минусы в этой карте, не все так весело, здорово и радужно, да, это фокусировка на собственных мечтах. Часто говорят об этой карте, что человек не действует по этой карте, он как бы
представляет себе, что все уже как бы почти сделано, я уже почти получил результат, зачем торопиться, зачем спешить. Вот там пан Роман мне в раскладе пообещал, что если я буду себя вести хорошо, то и в жизни все будет хорошо, да. Ну, зачем куда-то спешить, зачем торопиться, если у меня есть свои собственные мечты, я их обязательно достигну. То есть, можно сказать, это не столько прокрастинация, сколько убеждение того, что у меня все будет хорошо и париться не надо. Определенного рода оппозиция девятки мечей, о которой мы только что с вами говорили. Это мечты, которые являют собой позитив в вашей жизни. Да? Это тот самый оптимист, который верит, что все будет хорошо и не о чем волноваться. Не всегда он прав, и именно в этом есть негатив этой карты. С другой стороны, одно из явных значений этой карты — это праздник, застолье, просто потому, что тут у нас с вами визуально представлен стол с множеством кубков, который он явно один не выпьет. То есть, зачем торопиться, зачем спешить, если сейчас все хорошо, если сейчас все здорово. И, в принципе, это тот праздник, на который человек приходит поесть, попить, отдохнуть для себя самого. Не порадовать кого-то своим присутствием, а порадовать себя любимого. Это когда вы думаете, вот меня зовут там на свадьбу знакомых, вот я приду, поем, попью, погуляю, повеселюсь, там, может быть, станцую. И, в принципе, все равно чья это свадьба. Главное, что вы знаете, что там будет вкусное заливное, да, будут наливать, кричать горько, весело. Ну, давно вот вы не гуляли на свадьбах, хотелось бы для себя лично. Вот. Определенного рода самодостаточность. Если помните, есть фраза, которая приписывается Фаине Раневской, но, возможно, она ее говорила, возможно, нет. Тут я не берусь судить, не записывал за ней непосредственно. Если, ну, там что-то в том роде, шла речь о том, что зачем мне вторая половинка, да, вторая половинка есть у яблока или, извините, у жопы, да, а я личность самодостаточная, цельная, мне другой человек не нужен, да, вот эта самая самодостаточность, которая приятна, пока ты ее достиг, но во всех девятках есть ощущение незаконченности, незавершенности. Самодостаточность, она может быть приятна для вас, пока вы не понимаете, что вот та эмоция, которая есть у вас, только вы ее испытываете. И поделиться с кем-то этой эмоцией у вас нет возможности. Вы независимы от эмоций другого человека. Вы можете получить желаемое, но поделиться ни с кем вы этим желаемым не можете, просто потому что это только для вас. Это только внутреннее ваше эмоциональное удовлетворение, которое абсолютно безразлично окружающему вас пространству. Потому как вы сфокусированы только на собственных мечтах. Вот в этом может быть негатив этой карты. Вот такие дела, пироги. Такие у нас с вами девятки младших арканов Таро. Еще раз рекомендую ставить лайки, если вам нравится формат такого. Если вам нравится такой формат видео, если вам нравится подача информации сжата, без воды, вот так, коротко по делу. Продолжать или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, либо предложите свой вариант значений по каждой из девяток. Может быть, у вас был интересный опыт в раскладах, и вы готовы им поделиться. Это всегда интересно. Я всегда за то, чтобы люди делились своей информацией. Вот как-то так.